Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, снова вышел новый легендарный герой, на этот раз саппорт магической базовой атакой. Поддержка среднего ряда, базовая магическая атака. Уменьшает урон и дает иммунитет к контролю союзникам. Давайте же подробно разберемся и прочитаем навыки. Ну а начнем мы, конечно же, с истории. Приятное солнце освещало романтическую свадьбу, когда красивую невесту вел к жениху ее отец. Глаза жениха были прикованы к этому прекраснейшему из зрелищ, и на его лице можно было увидеть радость. Но за радостью скрывалось взволнованное сердце. Священник спросил невесту, согласится ли она взять жениха в мужья, и она без колебаний ответила: «Я согласна». Когда то же самое спросили у жениха, он также твердо ответил: «Я согласен». Как раз в этот момент прозвучал зловечный и глубокий голос: «Теперь, когда брак официально оформлен, ты готов умереть, Карванос?» Кто такой Карванос? Гости в толпе оглянулись, но затем их глаза последили за взглядом вновь прибывшего посетителя, который пристально смотрел на жениха. Жених замер, а затем тихо сказал: «Они все невиновны, отпусти их, я приму дуэль». Посетитель сверкнул холодной улыбкой и сделал резкое движение рукой поперек горла, и мгновенно вокруг него появилось множество туманных черных фигур. А затем не было слышно ничего, кроме звука плача. Никто не знает в конце концов, что произошло, только что с тех пор невеста будет бродить по волшебному континенту, побеждая зло. Она была известна как Офелия, дрожащая невеста. На самом деле очень интересная история. А давайте теперь перейдем к навыкам. Итак, первый навык – кровавая вуаль. Офелия выбирает товарища по команде в заднем ряду и накладывает на него кровавую вуаль, уменьшая полученный урон для этой цели. Когда цель получит эффект контроля, снижение урона будет увеличено. Этот эффект может накапливаться. После того, как кровавая вуаль закончится, цель получит щит. Второй навык – безответный. Офелия атакует цель с безответной злобой в сердце, нанося магический урон и уменьшая энергию цели. Третий навык – связывающий галстук. Офелия связана со своим женихом и будет защищать союзное подразделение с наименьшим здоровьем, забирая часть полученного урона от подразделения на себя. Этот общий урон не будет превышать определенного количества здоровья Офелии. Этот навык одновременно восстанавливает здоровье для себя и товарища по команде. И последний навык, четвертый, называется желание. В начале битвы Офелия наложит заклинание тоски на всю команду союзников, и находясь под его покровом, они на некоторое время будут невосприимчивы к эффектам контроля. Если сработает эффект иммунитета, урон, полученный Офелией, будет увеличен. Этот эффект может накапливаться и сохраняться в течение некоторого времени. Тоска и иммунитет к контролю сохранится на некоторое время. После начала битвы Офелия будет периодически восстанавливать себе здоровье. Ну и мое мнение по поводу Офелии. Честно скажу, давно ждал такого героя, так как я играю физической командой и в основном имею проблемы против контроля магических отрядов. Хорошие навыки именно против магических составов, против пачки с Блейном, Терезой и всеми остальными, кто делает контроль. И да, очередной гибридный герой, спросите почему? Ну потому что она так же как и Феникс универсальная и будет подходить к любому составу. Насчет первого навыка, я думаю, как и всегда, будет выбирать героя с наибольшей силой. Ну, это мы точно сможем узнать только тогда, когда получим ее. Второй навык наносит урон и уменьшает энергию цели. Так-то уменьшение энергии это всегда хорошо против многих героев, ведь в основном ультимативный навык всех героев является основным, а Офелия уменьшает эту энергию. А вот третий навык довольно интересен. Таким образом, Офелия будет защищать всех героев, которые будут иметь минимальное количество здоровья. Ведь в описании навыка написано именно союзное подразделение в множественном числе. Это на самом деле очень круто, но какое это минимальное значение не совсем понятно. Опять же, нужно тестить героя, когда выйдет. Ну и четвертый навык, как по мне лучший навык Офелии, а именно против контроля. Это тот навык, за который я бы взял Офелию в свою основную команду именно против составов с контролем. Как именно все будет работать, опять же, не совсем понятно, нет возможности узнать, но по описанию все должно быть очень круто. Ну и в общем, я бы назвал Офелию вторым Фениксом, исходя из навыков. Это универсальный саппорт. Стоит ли брать ее? Думаю, да,
И думаю, будет она в хэллоуинском событии. И надеюсь, на этот раз разработчики не сделают как с Думи. Искренне надеюсь на это, что на этот раз все будет хорошо и события не останутся недовольных игроков, таких как я. Поэтому, кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока-пока.